Приветствую всех на канале «Горизонт событий». В Ярославской области из-за сильного снегопада без света осталось более 1000 населенных пунктов. Циклон обрушился на регион на прошлой неделе. Некоторые села остаются без электричества уже 5 дней. Бригады энергетиков до сих пор устраняют последствия стихии. Чрезвычайный режим введен в 8 районах области. О массовых отключениях стало известно в минувшие выходные. Губернатор указал, что причиной ЧП стала несвоевременная расчистка просек ЛЭП. Мокрый снег, налипающий на деревьях и проводах, привел к обрывам сетей. Машины вязнут в снегу, на дорогах шестибальные пробки. Екатеринбург третий день борется с последствиями снегопада. За пару дней в городе выпало больше месячной нормы осадков. Из-за непогоды на трассе Екатеринбург-Пермь образовалась большая пробка. Автомобили стоят более 17 часов. В Дагестане сошла лавина, из-за чего была блокирована дорога. Временные ограничения на движение на участке Рутул-Лучок, Джинах сообщили в Дагестанавтодор. Идут работы по расчистке. В Якутии пассажирский самолет Ан-24 полярных авиалиний сел на замерзшую реку Колыма. На борту находились 30 пассажиров и 4 члена экипажа, никто не пострадал. Самолет выполнял рейс по маршруту Якутск-Зырянка, Среднеколымск, Якутск. Пилоты не увидели полосу, промахнулись и сели на лед. Теперь территориальное управление Росавиации проводит проверку. Предварительная причина посадки на замерзшую реку – ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна. В Британии снова значительный перебой в работе транспорта из-за нового шторма Геррит с обильными осадками и сильным ветром. В результате сильных порывов ветра обесточены около 500 домохозяйств. Метеослужба объявила около 100 предупреждений о вероятных подтоплениях для многих районов Англии, Шотландии и Уэльса. На отдельных дорогах Шотландии затруднено движение из-за снега. В частности, десятки водителей на несколько часов застряли в снегу на автомагистрали А9 недалеко от Далвини в Шотландии. Железнодорожный оператор London North Eastern Railway предупредил пассажиров о возможных неожиданных отменах рейсов или их значительной задержке из-за непогоды. Людям, которые уже приобрели билеты, разрешат использовать их 28-29 декабря или сдать. Оператор Northern Rail также предупредил о значительных задержках и возможной отмене движения из-за подтопления одного из участков. Авиакомпания British Airways отменила 18 рейсов из-за ограничений службы аэродвижения, обусловленных штормом. Это несколько внутренних и полдесятка европейских рейсов во Францию, Испанию и Германию из аэропорта Лондона Хитроу. Организация Арнли, занимающаяся спасением людей на воде, призвала быть особенно осторожными у берегов моря из-за сильных порывов ветра и высоких волн. В ряде немецких городов обильные ливни вызвали наводнения. В общине Лилиенталь под Бременом из-за наводнения произошел прорыв плотины. Местные власти объявили режим повышенной опасности и начали эвакуировать жителей. Из-за прибытия в Лилиенталь воды прекращено движение трамваев. Одна из улиц осталась без света и газа. Жителей, которые не смогли найти временный приют у родственников или знакомых,
размещают в спортивном зале. В Бремене, который граничит с Лилиенталем, обстановка тоже серьезная. Там объявили экстренную эвакуацию после того, как на местной дамбе появилась трещина. Сильные дожди вызвали наводнения в ряде районов Германии. Власти некоторых городов эвакуируют жителей, укрепляют дамбы, борются с высоким уровнем воды. В Брауншвиге использовали искусственную дамбу, длинную трубу, наполненную водой из реки, для защиты центра города. Сотням людей в Виндихаузене пришлось покинуть свои дома после отключения электричества в городе. В Хельме, расположенном недалеко от плотины Кёльбра, разлилась река и затопила большие территории. В Уплингене, недалеко от Бремена, сотни добровольцев использовали мешки с песком для укрепления защиты от наводнения. Также затопило несколько пойм на востоке Нидерландов, реки поднялись, вызвав локальные наводнения. Ожидается, что уровень воды в различных рукавах Рейна, протекающего через страну, достигнет пика 28 декабря. Штормовое предупреждение действует во всех регионах Казахстана. В Костанайской области несколько дней бушует непогода. Ветер сбивает людей с ног, машины застревают в сугробах. Стихия превратила дороги в катки. Спасатели просят выходить людей из дома только при крайней необходимости. В результате непогоды без света остались около 114 сел. Закрыты 2 автодороги. М-36 Екатеринбург-Алматы с 683 по 729 километр и А-21 Мамлютка-Костанай с 250 по 180 километр. Школьники 1-11 классов в ряде районов переведены на дистанционное обучение. Ледяной шторм обрушился на Северную Дакоту, создав проблемы с транспортом и повалив деревья и линии электропередач. Непогода вынудила закрыть все полосы межштатной автомагистрали 29, идущей на север, между Фарго и Гранд-Форксом, из-за обледенения дорог. Тысячи домов по-прежнему остаются без электричества. В Индонезии десятки домов оказались под водой после проливных дождей на острове Суматра. Власти объявили в регионе чрезвычайное положение. Ведется эвакуация населения. Сильный град обрушился вчера днем в Гуатраче в аргентинской провинции Ла-Пампа. В результате оказались повреждены крыши некоторых домохозяйств, побиты десятки автомобилей. Сотни семей встретят Новый год в приютах после того, как ранним утром в среду сильный пожар разрушил более 350 домов в Пурак-Сан-Висенте в городе Дава на Филиппинах. Причиной пожара стало короткое замыкание в перегретом электроприборе в одном из домов. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале. Не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить и оставаться в курсе последних событий.